Разрешено к публикации. Армия обороны Израиля сообщает, что вчера в бою на юге сектора Газа пал солдат Симон Шломов. Ему было 20 лет. Он из 202-го батальона парашютно-десантной бригады из Кирьят-Бялика. Симон репатрировался в Израиль из Казахстана. Он был единственным сыном в семье. Напомню, что в боевых частях не разрешено служить солдатам, если они единственный ребенок в семье. Это возможно только по разрешению родителей и также просьбе самого солдата. Светлая память. Ты слушаешь Радио Мария. «20 февраля в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Официальный представитель ЦАЛЯ Даниэль Агари на пресс-конференции 18 февраля сообщил, что военные обнаружили видеозаписи семьи Бибас в секторе Газа, которая была похищена террористами Хамас 7 октября. Агари говорит: «Судя по имеющейся у нас информации, мы очень обеспокоены состоянием и безопасностью Шири и ее детей. Мы прилагаем все усилия, чтобы получить больше информации об их судьбе». Агари говорит, что на кадрах видно, как Шири, окруженную боевиками, заставили завернуться в ткань. На кадрах с камер наблюдения в Хан-Юнисе показаны заложники Шири Бибас и ее сыновья Ариэль и Кфир. Кфир предположительно находился под тканью и был привязан к телу матери. Напомню, что Кфиру на момент похищения было несколько месяцев. Агари комментирует, что видео снято с военного поста, который принадлежал террористической группировке. Видеозаписи были получены ЦАЛем в Хан-Юнисе в последней неделе и показаны родственникам похищенной семьи. Напомню, что судьба семьи Бибас, включая отца Ярдена, похищенного отдельно от жены и детей, неизвестна. Хамас ранее заявляли, что Шири, Ариэль и Кфир погибли, но в ЦАЛе этого не подтвердили. Агари напоминает, что 134 заложника все еще удерживается в плену Хамаса в секторе Газа. Самый юный заложник Кфир Бибас, ребенок, украденный из кровати во время резни Хамаса 7 октября. Тогда ему было всего 9 месяцев. Видеть эту молодую мать, прижимающую своих детей в окружении группы террористов, ужасно. Но это также призыв к действию. Мы должны как можно скорее вернуть заложников домой. Те, у кого есть смелость поставить под сомнение нашу необходимость действовать в секторе Газа, не имеют элементарной порядочности и человечности, чтобы потребовать, чтобы Хамас в первую очередь освободил наших заложников. Им всем следует внимательно взглянуть на эту перепуганную мать Шири, добавляет Агари. Пока Хамас не освободит наших заложников, мы не оставим камня на камне, пока наши заложники не вернутся домой, заявил официальный представитель ЦАЛя Даниэль Агари. Главные новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу говорит, что новая видеозапись, на которой видно, как похищают семью Бибас 7 октября, душераздирающая. Цитирую: «Видео напоминает нам, с кем мы имеем дело – жестокими похитителями младенцев», – говорит Нетаньягу. «Мы привлечем этих похитителей младенцев к ответственности. Им это не сойдет с рук», – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. После того, как ЦАЛь обнародовал кадры, на которых Шири, Ариэль и, предположительно, Кфир Бибас были доставлены террористами Хамас в Хан-Юнис 7 октября, члены семьи Бибас заявили, что смотреть эти видео невыносимо. Цитирую: «Эти видео разрывают нам сердца. Вся наша семья стала заложниками вместе со всеми заложниками». Семья говорит, что отчаянно призывает израильских чиновников немедленно вернуть их родных домой и отдать им приоритет в любом соглашении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что представит в Кнессете законопроект, который будет соответствовать принятому ранее решению Кабинета министров об отказе от международных диктатов, которые стремятся продвинуть палестинскую государственность. В видеозаявлении Нетаньягу говорит, что в последние дни Израиль сталкивается с новым давлением, в частности, с попыткой навязать нам одностороннее создание палестинского государства, которое поставит под угрозу существование государства Израиль. Я уверен, что закон Кнессета об отказе от международных диктатов получит широкую поддержку после того, как он будет принят Кабинетом единогласно. И он покажет миру, что в Израиле существует широкое согласие против международных усилий по навязыванию нам палестинского государства. Премьер-министр добавляет: «Все знают, что это я на протяжении десятилетий блокировал создание палестинского государства, которое поставило бы под угрозу наше существование. Моя позиция только укрепилась после резни, устроенной Хамасом 7 октября. И несмотря ни на что, Израиль сохранит полный контроль безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, включая сектор Газа и западный берег реки Иордан», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. США подготовили проект резолюции для Совета Безопасности ООН, призывающий к временному прекращению огня в секторе Газа, и выражает свое несогласие с израильской операцией в Рафехе, которая может привести к потерям среди гражданского населения, а также создать угрозу региональному миру и безопасности. Как сообщает Reuters, проект является ответом на предложенную Алжиром резолюцию, призывающую к немедленному и полному прекращению огня. Цитирую: «Вашингтон не любит слово «перемирие» в любых действиях ООН по войне между Израилем и Хамасом. Но проект текста США перекликается с формулировками, которые, по словам президента Джо Байдена, он использовал на прошлой неделе в разговорах с премьер-министром Биньямином Нетаньягу». Об этом сообщает агентство Reuters. По его информации, американский проект текста определяет, что в нынешних обстоятельствах крупное наземное наступление в Рафехе приведет к дальнейшему ущербу мирному населению, а также его дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны. Напомню, что Израиль планирует штурмовать Рафех на юге Газы, где сейчас нашли убежище более 1 миллиона палестинцев, а также в Рафехе действуют оставшиеся батальоны террористов Хамас. Далее к другим событиям. Десятки активистов протестовали 19 февраля в центре Иерусалима возле официальной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Протестующие требовали немедленной сделки по освобождению заложников. Демонстранты зажигали факелы. Напомню, что в последние месяцы такие протесты проходят по всему Израилю. Люди требуют не только освобождения заложников, но и отставки премьер-министра и досрочных выборов. По данным наших журналистов, среди протестующих нет родственников заложников. Большинство преследует единственную цель – расшатать ситуацию в стране и привести к власти своих покровителей. Главные новости Израиля. Несколько сотен человек 19 февраля собрались и перед Кнессетом, чтобы протестовать против недавно измененного бюджета правительства на этот год. Протестующие также призывали к немедленным выборам и замены Биньямина Нетаньягу, а также возвращению заложников, которые остаются в плену в секторе Газа. Полиция Израиля контролировала ситуацию. Напомню, что в прошлом месяце антиправительственные демонстранты блокировали подъездную дорогу к Кнессету, фактически заблокировав доступ к правительственному органу. МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон-грата из-за его сравнения войны в секторе Газа с Холокостом. Напомню, что после отказа правительства Израиля на призывы Запада по заключению длительного мира с палестинцами, президент Бразилии Лула да Силва сказал, цитирую: «То, что происходит в секторе Газа и с палестинским народом, еще никогда ранее в мире не происходило. Точнее, такое происходило, когда Гитлер решил уничтожить евреев.
это не война между солдатами, это война между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми, сказал президент Бразилии. Главные новости Израиля. 26 из 27 стран ЕС призывают к немедленной гуманитарной паузе, которая приведет к устойчивому прекращению огня в Газе. Об этом сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Боррель добавляет, что 26 стран согласны потребовать немедленной гуманитарной паузы, которая приведет к устойчивому прекращению огня, безоговорочному освобождению заложников и предоставлению гуманитарной помощи. Фактически призыв Борреля означает, что Израиль должен сдаться, остановить свои действия в секторе Газа и дать возможность Хамас восстановить свои утраченные позиции. Но нашей стране ждать новой резни 7 октября. Напомню, что все страны, которые осуждают или же призывают Израиль к прекращению огня, не готовы принять палестинских беженцев. Они готовы только говорить и призывать, не делая ничего, чтобы помочь Израилю ликвидировать Хамас, а также восстановить безопасность не только на юге страны возле сектора Газа, но и на севере возле границы Израиля с Ливаном. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич вновь заявляет о своей оппозиции палестинскому государству на фоне международного стремления к решению проблемы двух государств после войны с Хамас. Выступая на заседании Кнессета, Смотрич говорит, что намерен внести в правительство предложение против создания палестинского государства и ожидает, что его поддержат. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир еще раз подчеркивает свою уверенность в том, что ограничения на доступ к Храмовой горе необходимы во время Рамадана. Критикуя сотрудников службы безопасности, которые считают, что разрешение доступа к Храмовой горе необходимо, Бен-Гвир комментирует: «Один чиновник попросил меня не подниматься на Храмовую гору во время Суккота, потому что это может расстроить Хамас. Но нападение 7 октября все же произошло», — говорит Бен-Гвир, добавляя, что те, кто выступает против его политики, это те же голоса, которые говорили, что если мы позволим палестинцам подняться на гору, все будет хорошо. Собрание десятков тысяч ненавистников, празднование победы на Храмовой горе представляет собой опасность для безопасности страны. Полиция несет ответственность за закон и порядок в государстве Израиль. Полиция – это орган, который несет ответственность на Храмовой горе. И тот, кто несет ответственность, также должен иметь и полномочия, продолжает Бен-Гвир. Если командующий Иерусалимским округом говорит, что должны быть ограничения, то его голос должен быть услышан, заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. В прямом эфире на радио Нария продолжаются главные новости Израиля. Спасибо вам за поддержку и за ваши комментарии. Напомню, что ваши комментарии, ваши лайки этому видео, а также подписка на канал помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также спасибо всем нашим спонсорам. На наш канал осуществляют атаку недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь и на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Спасибо, что вы с нами, а мы продолжаем. На видео, которое попало в сети, которое мы не можем показать на YouTube, видно, как 7 октября на юге Израиля во время нападения Хамаса на нашу страну сотрудник агентства ООН по делам палестинских беженцев похищает тело гражданина Израиля и переносит его в багажник внедорожника. Министр обороны Израиля Йоав Галлант опознал этого человека и сообщил, что это социальный работник агентства Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в секторе Газа. Напомню, что ранее Израиль заявил, что 12 сотрудников агентства ООН активно участвовали в резне 7 октября. Также еще около 30 сотрудников агентства помогали Хамасу. Главные новости Израиля. Жители Газы стали получать текстовые сообщения на свои мобильные телефоны с предложением денег в обмен на информацию о заложниках, цитирую.
Заинтересованы ли вы в лучшем будущем для своей семьи и в солидном финансовом вознаграждении? Если у вас есть информация о заложниках или о том, кто их удерживает, не стесняйтесь связаться с нами по номеру. Далее в тексте содержатся ссылки на другие каналы связи с отправителем, а также ссылка с изображениями заложников. Отреагировали ли жители Газы на такое заманчивое предложение, пока что неизвестно. Главные новости Израиля. К этой минуте это все новости. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, а также написать свой комментарий. Ваши подписки, лайки и комментарии помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также для всех, кто слушает нас по радио, напомню, что сейчас идет и видеоверсия наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Спасибо, что вы были с нами. Завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. До встречи.